Добрый день, друзья! Я Владимир Васильев. Я снова рад вас видеть на своем канале. И помните этот тег «Когда Аэростар?». Ну вот, не прошло и года, и мы снимаем обзор моего самолета, моего любимого самолета Piper Aerostar 700. Знакомьтесь. Когда я на нем полетел первый раз, я был ужасно взволнован. У меня даже где-то, как при первом моем самостоятельном полете, помню, немножко тряслись ноги. Конструктор этого самолета, один из величайших авиационных конструкторов, Тед Смит. Многие его знают, он работал в годы войны на компанию Дуглас. Им был создан знаменитый бомбардировщик А-26, потом он создан самолет Aero-Commander. Многие идеи, которые он реализовал в этих самолетах, он хотел реализовать в своем самолете. И его идея была создать небольшой реактивный самолет для персонального использования. И в Калифорнии была организована компания Aerostar. Впервые самолет поднялся в 1966 году. Это был опытный экземпляр, на нем стояли совершенно слабенькие двигатели, 160 лошадиных сил. Но это был просто обкаточный экземпляр, на котором надо было провести и испытать вот эти решения, которые он применил в этом самолете. А они действительно впервые были приведены на General Aviation. Первая, фактически отсутствующая сейчас схема среднеплана. Почему был применен средний план? Потому что это наиболее аэродинамически эффективная форма. То есть наименьшее сопротивление. Здесь было установлено очень тонкое крыло с ламинарным профилем. Это дает тоже, это скорость. Единственный уникальный существующий поршневой самолет в мире со стреловидным оперением. Мы можем увидеть стреловидное оперение во многих самолетах, но это всегда будут реактивные самолеты, большие скоростные машины. Это тоже посвящено скорости. То есть все, что в этом самолете было сделано, это скорость. Он создан для пилота. То есть фактически я слышал от других владельцев самолетов этих, что летая на Аэростаре, вы ощущаете, что вы летаете на истребителе, на боевой мощной маневренной машине. И именно эти ощущения он дает. Удивительность еще в том, что эта мощь, это его скорость и все, и маневренность, она совмещается с колоссальным комфортом. Крыло. Оно действительно очень небольшое по площади. Здесь площадь 18 квадратных метров. Самолет достаточно тяжелый, он весит больше 3 тонн. И кажется, что такие маленькие крылья – это слишком мало для этого самолета. Но обладая действительно очень большой мощностью и очень грамотно сделанная балансировка этого самолета, и обладая при этом мощной механизацией, самолет совершенно спокойно ведет себя и на более низких скоростях. Дальше маленькое крыло не создает на большой скорости сопротивления, плюс скорость. Стреловидность заднего оперения, плюс скорость. Средний план, плюс скорость. Если вы обратите внимание, тоже компоновку мотогондол, в каждой из этих мотогондол спрятан двигатель Lycoming IO 540 мощностью 350 лошадиных сил каждый, еще и оснащенный 2 турбинами. И опять компактность этих мотогондол – это скорость. То есть все, за любой элемент, который вы не коснетесь в этом самолете, все заточено под скорость. Aerostar имеет официальное разрешение FAA для выполнения пилотажа. И есть некоторые пилотажники, которые выполняют на них, скажем, акробатические фигуры, по той причине он колоссально прочный. Изначально расчет у Теда было создать самолет на основе реактивного двигателя, и он стремился к этому. И, к сожалению, он не успел ее реализовать. Поршневой двигатель здесь появился как временное явление. Просто обкатать эту схему и потом доработать до реактивной версии. Но нет ничего постоянного, чем временные вещи. То, что конструктивно в нем закладывалось использование реактивных двигателей, прочность и крепкость планера, она заложена даже в какие-то моменты с лихвой. Испытания, допустим, на разрушение крыла, крыло выдерживает перегрузку плюс 10. Это выше возможности человека. Заднее оперение выдерживает перегрузку плюс 14. Это далеко-далеко до возможности, в принципе, человеку остаться даже живым. Каждый самолет, когда летишь, он немножко машет крыльями, скажем так. У меня впечатление одно, что Piper
взял один кусок металла и просто на каком-то ЧПУ станке вытащил его как бы цельно. В нем нет никакой деформации. Он настолько жестко, и многие вот люди, которые там увлекаются автоспортом или мотоциклом, они меня поймут, когда жесткая рама, жесткий кузов, вот он жесткий. Он идет полностью за штурвалом. То есть у него нету ни запаздывания, ничего. Ну и просто забравшись высоко, включив автопилот, иногда достав даже там из термоса кофе, просто пить кофе и смотреть на грозы, которые идут внизу. Это здорово. За все время эксплуатации машина начала продаваться с 1969 года. Еще ни один Аэростар не разрушился в воздухе. Как люди не пытались и не загоняли его в экстраординарные режимы, никто не смог его поломать. Крепкость колоссальная, и это ощущается во всем. Он крайне устойчив к турбулентности, то есть мы понимаем, это связано с чем, что отношение массы к площади крыла здесь очень большое. Из-за этого он практически не ощущается турбулентности. Если говорить об этой модификации, это версия Aerostar 700 Superstar. То есть она отличается, потому что базовый двигатель, который идет на Aerostar, их было несколько версий. Это был Aerostar 600, на нем стояли атмосферные двигатели IO 540, компания Lycoming мощностью 295 лошадиных сил. Потом появилась версия 601P, это герметичная версия этого самолета. Она уже оснащалась этими же двигателями IO 540, той же мощностью 295 лошадиных сил, но оснащенных турбокомпрессорами. И дальше появилась версия Aerostar 700. Здесь установлены тоже двигатели Lycoming IO 540, но уже мощностью 350 лошадиных сил. Это герметичный самолет. То есть он официально сертифицирован для полетов до 250-го эшелона, это 25 тысяч футов, без кислородного оборудования. То есть вы летите, совершенно спокойно можете дышать, и все. Если вы хотите лететь, он летает до 30 тысяч футов, но, к сожалению, в этом случае экипажу надо надеть кислородные маски. Если говорить о конкретно этой модификации, здесь очень много было установлено опций. Я потратил достаточное количество времени, чтобы найти самолет на рынке именно с тем количеством опций, которые я хотел. Ну, если так говорить о комплектации, здесь установлена, во-первых, версия, повторюсь, Superstar. Здесь установлены интеркулеры двигателей дополнительные, их будет видно, вот они находятся между двигателем и фюзеляжем, там находится как бы такая щель, где эта система охлаждения надуваемого в двигателе воздуха. Здесь установлены дополнительные масляные радиаторы. Ну, кто летал на поршневых герметичных самолетах, понимает это, потому что на воздух разряженный, и если турбокомпрессоры работают, они достаточно сильно нагревают масло, и необходимо дополнительное его охлаждение для того, чтобы вы могли постоянно поддерживать достаточно большой угол набора и не затеняли маслорадиатор. Опция, которую тоже я искал, это спидбрейки, то есть это воздушные тормоза, которые необходимы на этом самолете. А я уже говорил, что многие поршневые двигатели боятся так называемого оверкулинга, переохлаждения. Когда вы идете высоко, вам надо быстро снизиться, очень низкая температура, вы прибираете газ, и вы спокойно можете разогнаться на очень большие скорости. Aerostar этого не боится. То есть совершенно спокойно я на снижении могу превышать скорость порядка 500-550 км в час я держу на снижении. В общем-то, совершенно спокойно и никакого в этом проблемы нет. Если я выхожу на большую скорость, я всегда могу быстро достаточно сбросить скорость, выпустив воздушные тормоза. Интересное тоже решение управления передней стойкой. Оно редко встречается на маленькой авиации. Управление самолетом осуществляется вот этой клавишей. Это поворот влево и вправо. То есть гидравлический привод управления передней стойки. Вот сейчас он пойдет вправо, а вот он вернулся влево. Интересное аэродинамическое решение, вот этот гребень на носу. То есть он относится к так называемому slow speed kit. То есть это поверхность сделана таким образом, чтобы уменьшить минимальную скорость, на которой самолет управляемый. Интересное решение, оно было продумано таким образом, что сжимаемый этой полоской воздух движется по борту самолета и в дальнейшем попадает на вот эту накладку, которая именно прижимает поток воздуха к рулю направления, и самолет более эффективно реагирует на маленьких скоростях на руль направления. Есть такая вещь, как Vortex Generator, то есть которые устанавливаются сверху на многих самолетах на крыле, и я как бы рассказывал об этом и показывал на других самолетах, в частности на Cessna 421. Здесь они установлены снизу.
они установлены снизу в районе элерона, чтобы именно увеличить чувствительность элеронов на низких скоростях. И точно такие же vortex generator стоят снизу стабилизатора, тоже для увеличения эффективности руля высоты на низких скоростях. Самолет оснащен гидросистемой, то есть выпуск шасси и выпуск закрылков здесь осуществляется с помощью гидравлики, то есть установлена гидравлическая система, гидравлическая помпа находится одна на правом двигателе. Это основная помпа, которая именно создает давление, и за счет этого работают все системы. И дополнительная находится вот здесь в багажнике, она имеет электрический привод. То есть в случае, если отказа правого двигателя, вы все равно должны остаться с гидравлической системой, вы совершенно спокойно отключаете подачу от уже гидравлической жидкости от правого двигателя и можете использовать электрическую. И это тоже для повышения надежности этой системы. Трубка ПВД, она тоже создает какое-то, то есть приемник воздушного давления, то есть тот прибор, который меряет скорость самолета, он создает тоже определенное сопротивление. И нашли место, в котором это сопротивление минимально. Конечно, честно говоря, это составляет какую-то определенную головную боль. И иногда надеть чехол на трубку ПВД достаточно сложно. Но опять скорость. Все было завязано на скорость. Вот здесь находится багажное отделение самолета. То есть, оно достаточно вместительное. Даже с учетом того, что в данной модификации установлен еще дополнительный перегоночный бак. То есть, в принципе, самолет может взять порядка 186 галлонов, если не изменяет память. Это порядка 650 литров топлива. И здесь установлен еще один дополнительный бак на 200 литров. Вот он здесь находится, вот его заправочная горловина, и вот здесь установлен бак. Из интересных тоже опций на этом самолете есть система заправки под давлением. Наверное, многие видели при заправке Формулы-1, то есть есть центральная точка, где вы через специальный адаптер можете осуществлять заправку. Что это дает? Это дает дополнительно, что с помощью этой системы, когда вы подаете, можно закачать еще дополнительные 80 литров топлива, потому что происходит заполнение всех пустых полостей, которые заполнены, то есть выдавливается лишний воздух, и самолет как бы заправляется полностью. Ну, 80 литров это все-таки еще порядка 300 километров дальности дополнительно. Если говорить о расходе самолета, ну, в принципе, я летаю в круизном режиме, он берет порядка 115-120 литров. В среднем я лечу на скорости 420-450 км в час. И поразительность в том, что при таком большом расходе это один из самых экономичных самолетов в своем классе. Количество топлива, которое расходует, реализуется в большую скорость. И когда вы начнете считать километровый расход, он окажется гораздо ниже. И, в общем-то, даже если сравнивать его с Beechcraft Baron, который потребляет порядка 90 литров топлива, я посчитал, километровый расход получается абсолютно одинаковый. Самолет больше кушает, но он больше летит. Ну и, соответственно, еще есть дополнительная экономия в том, что вы тратите меньше времени на каждый полет, соответственно, вы меньше расходуете ресурс двигателя, ресурс винтов. И, в общем-то, это тоже выливается в экономию. Опять поразительно. При всей скорости, кажется, расходу топлива все. Это один из самых экономичных самолетов. Сколько едет от 0 до 100? По моим ощущениям, секунд, наверное, 6 складывается. Самолет оснащен метеорадаром. Здесь находится под этим обтекателем антенна метеорадара, цветной метеорадар. И, в общем-то, когда ты летишь, есть грозоотметчик и есть метеорадар. То есть можно уже объективно, скажем так, в реальном времени оценивать метеорологическую обстановку, то есть наличие гроз вокруг и наличие погоды, дождей. То есть это тоже помогает для навигации, для полета. Типичная высота полета на этом самолете, обычно я летаю, скажем так, в районе 20 тысяч футов. 20-22 тысячи футов, то есть в районе 7 тысяч метров над землей. Что это дает? Ну, во-первых, я лечу над погодой. Это комфортно, это удобно, и вы не собираете всю эту гадость, не летите в облаках. Это быстро, это экономно, потому что, конечно, он поднимается наверх, соответственно, турбированные двигатели по-прежнему сохраняют мощность, а сопротивление воздуха падает, и самолет летит быстрее. Немножко отличная ситуация, что обычно дверь находится со стороны или второго пилота, или сзади. Это все-таки кабин-класс самолет, но дверь здесь расположена со стороны там, где находится командир.
изначально не составляет никакого большого труда, то есть вы совершенно... Не, давай это не снимаем. Слушай, вот скажи, пожалуйста, почему именно сейчас это случилось? Слушай, ну не вставляй, мне будет больно это смотреть. То есть вход отодвигается в случае, когда, когда заходят пассажиры, передняя сидушка отодвигается назад. И, в общем-то, во-первых, самолет с трапом. Я реально очень люблю самолеты с трапом. И вход, допустим, даже для такого крупного человека, как я. Сертифицирован как 7-местный самолет. То есть здесь сидушка на троих, но, скажем так, если быть честным, троим здесь, конечно, быть очень тяжело. Это какие-то дети могут расположиться. Как правило, все летают или в 5- или в 4-местной конфигурации, потому что вот в данный момент я снял это сиденье, мы только что вернулись из отпуска, мы летали в самолете 5-ром, и просто 6-я сидушка была не нужна. Но здесь вполне комфортно. Это сиденье, оно поворачиваемое, то есть вы можете его поставить в любое положение, как вы хотите. Есть стол, тоже который, то есть во время полета, не знаю, поставить компьютер, какие-то бумаги, он есть, и это удобно. Вот здесь находится аварийный выход, то есть тоже это откидывается, эта ручка, здесь можно это окно и открыть его. С точки зрения, комфорта, вот опять, 4-5 человек, это действительно комфортно. Можно лететь 6-ром. Из тоже приятных мелочей самолет оснащен системой кондиционирования. Когда рулишь, в общем-то, именно жарко, так как самолет закрывается во время руления, и здесь ни в коем случае нельзя открывать дверь или, допустим, проветривать во время руления, то кондиционер, сильно помогает. Если говорить об оборудовании, он инструментальный самолет, то есть он и сертифицирован для полностью инструментальных условий, то есть на нем можно сделать и, естественно, ALS, VOR, можно сделать GPS и прочее. То есть в данной ситуации мы имеем Garmin 530, это метеорадар установлен, это Авиагоризонт и HSI. Здесь установлен второй HSI Sandal, который в том числе и принимает информацию с Garmin 530, и там есть подложка карты. Есть радиовысотомер, то есть вы объективно еще и видите высоту непосредственно, которая находится под днищем самолета. То есть внизу установлена антенна, которая излучает и по отраженному сигналу определяет высоту самолета. Вот это у нас как раз эти спидбрейки, которыми вы воздушные тормоза. Есть DME, грозоотметчик, расходомер воздуха здесь установлены engine analyzer, то есть эти приборы показывают непосредственно температуры каждого цилиндра, температуру выхлопа каждого цилиндра. То есть пилот имеет объективную информацию о состоянии и о работе двигателя. Еще из очень интересных вещей, которая у Аэростара именно присутствует, в нем очень похожа видимость, как в реактивном самолете, потому что так как пилот сидит впереди двигателя, обзор есть во все стороны. То есть есть низкоплан и есть верхний план. То есть в низкоплане плохо видно вниз, хорошо видно вверх. В верхнем плане все то же самое, только с точностью наоборот. А здесь прекрасный вид вниз, прекрасный вид вверх. То есть действительно очень большой обзор и очень качественный. На многих двухдвигательных самолетах устанавливается зеркальце для того, чтобы увидеть выпуск шасси, дополнительный контроль. А в Аэростаре это удобно очень делать в коке винта. То есть во время полета просто смотришь на кок винта, и ты видишь, вышли шасси или нет. Или можешь просто в них посмотреть, сделать свое селфи. Правда, ты будешь очень толстый, но может. Из условий эксплуатации очень мощное шасси. Конечно, самолет предоставлен для твердых аэродромов. Я поражен, многие умудряются эксплуатировать эти самолеты с грунтовых аэродромов. Иногда даже в Австралии, я когда-то был есть такая ферма форели Тука, называется она. Если вдруг вы там будете в Австралии, загуглите обязательно, очень вкусная рыба. И там хозяин этой фермы построил полосу. Точнее, как сказать, построил полосу? Он просто вырубил кустарник и сказал, здесь можно садиться. Я видел там Аэростар. Мы разговорились, очень очень интересные люди, общались. То есть, когда ты приходишь, ловишь форель, они тебе готовят.
И он сказал, они так на отшибе находятся, жене было скучно, и они там выращивали эту рыбу. И он решил создать маленькую гостиничку, он построил несколько домиков, чтобы туда приезжали туристы. Но опять как-то не сильно ехали. И он тогда, повторюсь, вырубил часть кустарника, всем объявил, что он построил полосу, и туда стали прилетать люди. Действительно, надо, когда вы выбираете Аэростар, надо подобрать те опции, которые вы хотите. Потому что очень тяжело иногда найти самолеты с полным комплектом опций. Кстати, от этого и сильно зависит стоимость. Можно найти, допустим, уже с небольшими ресурсами, ну, скажем так, с небольшими остатками ресурса самолеты в районе там, чуть больше 100 тысяч. Самолет с хорошими опциями может достигать и 500, 600 и дороже. Ну, не говоря уже о реактивной версии, которая стоит больше 2 миллионов долларов. Но она и летит на эти деньги. Если вы хотите купить реактивный Аэростар, компания, ныне существующая Аэростар, это называется версия FJ80, если мне изменяет память, они берут планер этого самолета и устанавливают два двигателя по принципу, как они стоят на Боингах, на пилонах здесь под крылом. Называют это двигатели от Cessna Citation. И он летает 850 км в час в этом же планере. То есть это как бы говорит о потенциале, который тогда был заложен. Это датчик количества подъемной силы. Есть прибор, который вот здесь установлен, он показывает количество подъемной силы на крыле. То есть, в принципе, можно летать даже без указателя скорости. Дополнительная перестраховка системы, и это удобно и интересно. Вот здесь установлены такие датчики. Он установлен с одной стороны и с другой стороны двигателя. Это прибор, который определяет еще количество тяги на винте. В случае отказа двигателя вы не всегда можете определить, допустим, по приборам или по какому-то, допустим, в положении эволюции самолета об отказе двигателя и явного развращающего эффекта, у вас сразу же показывает разница между тягой левого и правого двигателя. Эта система, она применяется на реактивных, на самолетах, оснащенных турбовинтовыми двигателями, а здесь это установлено на поршневом двигателе. Тоже огромная заслуга в комфорте этого самолета — это вот эти винты. То есть базовая комплектация, она идет, как бы ее легко определить, более длинные винты, и они закругленные, они более узкие. Это малошумные винты. То есть она более широкая лопасть, она более короткая, то есть они сохраняют ту же самую тягу, но шум значительно меньше. Ну и в том числе это выражается в том, что в нем совершенно спокойно можно лететь без наушников внутри салона, то есть разговаривать. Более того, что даже в базовой комплектации здесь и не оснащались задние сиденья наушниками, только два передних пилота оснащены. Это можно дополнительно установить, потому что совершенно спокойно можно разговаривать, ну, как в большом самолете, даже не повышая голоса и общаться внутри. Piper Aerostar сертифицирован для полетах в условиях обледенения. Здесь установлено Ice Boots, то есть это надуваемые поверхности для сброса льда, на крыльях, на оперении. Винты имеют электрический подогрев здесь. Вот эта лампочка ночью подсветки крыла, чтобы вы могли увидеть обледенение и насколько сбрасывается лед. И алкогольный винт. Здесь стоят форсунки, которые специальную антибледенительную жидкость брызгают на стекло и смывают. Забирал этот самолет в Америке, то есть в Орландо. Недалеко такой аэропорт Сэнфорд, он чуть-чуть находится севернее Орландо. То есть достаточно много попутешествовал на нем по США и потом перегнал его к себе домой. На самом деле это был, наверное, самый быстрый полет, самая быстрая перегонка. Очень быстро он летел. Как пример, мы долетели. За один день я долетел из Рейкьявика до Львова. То есть это быстро. При этом я еще успел сделать две посадки. Одна была в Шотландии, другая была на севере Польши. И уже потом прилетели во Львов. И это, опять же, несмотря на то, что мы летели навстречу Солнцу и потеряли порядка 3 часов времени просто за счет перехода часовых поясов. Может быть, я много наговорил про этот самолет, но я искренне его люблю. Я летаю на многих самолетах, и мне нравится летать. Этот самолет дает мне особую эмоцию. Я искренне, потому что он не такой, как все. Он создан для человека, который любит, хочет и может летать. Если сказать о Аэростаре двумя словами, то есть у него такие несочетаемые часто вещи. Он умный и красивый. Он очень красивый. Я просто могу даже стоять и любоваться этим самолетом. Ну вот, посмотрите. По моему мнению, он совершенен.
Спасибо всем, кто дождался тест-флайта Аэростара. Мы долго собирались и никак не могли, то есть попадалось много другой техники. Ну, во-первых, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что люди, которые подписаны, они узнали о том, что скоро на канале будет Аэростар раньше всех. И самое главное, приходите в небо. Летайте на таких замечательных самолетах. Любуйтесь красотами нашей Земли. Я сегодня полетал на Аэростаре.